В глубинах Сибири, где зимы суровы, а природа неистова, тянулся бескрайний лес. Его могущественные деревья, словно стражи, охраняющие свою территорию от непрошенных гостей. Здесь царили молчание и спокойствие, которые нарушали лишь животные, прячущиеся в густой зелени. Был тихий и спокойный день в лесу. Лесник Виктор, как обычно, выполнял свои обязанности по охране природы. Он привык к тому, что его работа связана с опасностями и неожиданностями, но этот день превзошел все его ожидания. Проходя по своему участку, Виктор заметил странный объект в кустах. Он приблизился и обнаружил, что это охотничий капкан. В нем застрял маленький медвежонок. Он был испуган и изможден, его глаза были полны страха. Лесник сразу же понял, что он должен помочь этому беззащитному созданию. Он осмотрел капкан и попытался его открыть. Но механизм был сложным и необычным. Виктору пришлось поработать над ним несколько минут, прежде чем ему удалось освободить медвежонка. Когда малыш был наконец свободен, он осторожно вышел из капкана и задрожал от напряжения. Лесник понимал, что медвежонку нужна помощь, поэтому он решил взять его с собой домой. Виктор был уверен, что сможет ухаживать за ним и вернуть его в дикие леса, когда настанет подходящий момент. Медвежонок был очень благодарен Виктору. Он позволял ему кормить себя, гладить и играть с ним. Лесник назвал его Мишкой, так как это было совершенно естественно для маленького медвежонка. Мишка очень быстро привязался к своему новому другу и доверял ему полностью. Дни превратились в недели, а недели в месяцы. Мишка рос и становился все сильнее и смелее. Он был полон энергии и любопытства, и лесник не мог не восхищаться его ростом и развитием. Однако Виктор знал, что настало время отпустить Мишку в дикую природу. Мишка должен был научиться выживать самостоятельно и воссоединиться со своими собратьями. Пришел день, когда лесник и Мишка отправились в лес. Виктор знал, что это будет сложно и эмоционально для обоих, но был уверен, что это правильное решение. Они прошли через густые заросли, которые Мишка уже знал, и остановились на поляне. Лесник почувствовал, что настало время отпустить Мишку. Он нежно погладил его по голове и сказал: «Прости, мой друг, но ты должен вернуться в дикую природу. Здесь ты научишься быть сильным и самостоятельным, и я уверен, что ты справишься со всеми испытаниями, которые тебе предстоят». Мишка смотрел на лесника с грустью в глазах, но он понимал, что пришло время расстаться. Он коснулся носом лесника и побежал прочь, не оглядываясь. Лесник смотрел ему вслед, пока Мишка не исчез из виду. После данной истории прошло около 5 лет, Виктор, как обычно, занимался своими лесничими делами. Виктор заготавливал дрова на зиму, делал березовые веники для деревенской бани. Поливал свой огород, где у него росло много овощей и ягод, попутно разжигая костер, чтобы сварить себе обед. Каждый вечер он садился на веранду своего дома и наслаждался закатом, наблюдая, как солнце медленно исчезает за горизонтом. Он часто вспоминал о том прекрасном лете, когда в его жизнь вошел маленький медвежонок. В те дни он чувствовался особенно живым и счастливым. Но время шло, и с каждым днем старик все больше затихал и замыкался в своих мыслях. Однажды ранним утром старик услышал громкий рев, он не на шутку перепугался и решил проверить, кто же это может быть, но не обнаружил источника звука. На следующий день произошла такая же история, кто-то ревел под окнами лесника, но потом звук прерывался и исчезал. Старик был в недоумении от такого, он не понимал, что происходит, и решил разобраться с этой загадкой. Весь следующий день он наблюдал из окна своего дома за таинственным существом, которое издавало этот душераздирающий рев. Наконец он увидел огромного медведя, который подошел к дому лесника и начал реветь, а потом снова удалялся в лес. И тут Виктор понял, ведь это тот самый медведь, которого он спас 5 лет назад, и, возможно, он благодарит старика за спасение таким необычным образом. На следующий день история повторилась. Медведь, как обычно, пришел к дому лесника и начал реветь, но в этот раз старик вышел к нему. Это была трогательная картина. Увидев старика, медведь перестал реветь, и его рев сменился плачем. Старик и подумать не мог, что медведи способны на такие эмоциональные переживания. Он подошел и обнял Мишку, тем самым показав, что он тоже скучает по нему. Старик был поражен, что медведь все еще помнит его, ведь прошло уже много лет. Из-за такого трогательного момента Виктор не сдержал слез.
После данного случая медведь перестал ходить к старику, но лесник знал, что где-то в глубине леса его ждет верный и преданный друг, который всегда сможет прийти ему на помощь в трудную минуту. Вот такая необыкновенная и невероятная дружба сложилась между лесником и медведем. Несмотря на то, что эти два существа принадлежат к разным мирам, они нашли общий язык и стали неразлучными друзьями. Как думаете, что может послужить основой для такой уникальной связи? Мы призываем каждого из вас поделиться своим мнением насчет этой захватывающей истории. Ваши комментарии и отзывы очень важны для нас. А также не забывайте подписываться на наш канал, чтобы быть в курсе всех новостей и следить за нашими увлекательными историями. Там вас ждет еще множество интересного и захватывающего контента, который мы с удовольствием поделимся с вами. Вместе мы сможем открыть еще больше невероятных и увлекательных историй, которые наполнят нас общим чувством восторга и удивления. Не упускайте возможность стать частью этой уникальной истории и поделиться своими мыслями, пока память о ней еще свежа. Спасибо, что вы с нами.